Привет, давно не виделись. Сегодня будем распаковывать и обозревать сварочный аппарат. Вы знаете, что у меня он уже не первый, до этого я покупал себе компанию Деко, но так с ним и не справился, с его прилипаниями. То есть понял, что для новичка, такого как я, он не очень подойдет. Там нужны опытные руки, которые сварили уже не один сварочный шов. Вот. Сегодня попробуем этот аппарат. Чем он интересен? Тем, что он работает не только с электродами, но и с проволокой. Посмотрим, как он подойдет для новичка. Давайте посмотрим, что в комплекте. Начнем с распаковки. Первое, что нас встречает, это два силовых кабеля. Один с крокодильчиком, другой с зажим для электродов. Далее у нас идет шланг с рукояткой для подачи проволоки. В комплекте идет сменное сопло для пистолета. Здесь видим катушка с проволокой. На ней мы и будем тренироваться. Инструкция и сварочный аппарат. И по весу, и по виду выглядит внушительнее, чем тот же Деко. На передней панели у нас находится индикатор мощности, основная крутилка регулировки мощности и клеммы под силовые кабели и под кабель с проволокой. Очень все просто. Несколько индикаторов. На задней панели у нас находится решетка вентилятора для охлаждения и основной рубильник включения. Кабель очень плотный, по-моему, хорошего качества, но все равно будет на морозе дубеть. Так, длина около 1,5 метра, чуть меньше даже. И у нас дверца, здесь механизм подачи проволоки. Сюда вставляется, как я понимаю, катушка. Сюда заправляется, и проволока через этот шланг подается. Немножечко болтается. Вот, собственно, по комплекту все. Не часто я обращаюсь к инструкции, но сейчас на такой случай, потому что с проволокой никогда не варил, и в принципе мне это все в новинку. Судя по инструкции, аппарат может работать с электродами, как я и сказал, и с помощью варить проволокой без использования газа. В инструкции по эксплуатации нигде не объясняется, как заправлять проволоку в аппарат. Так что буду я делать сейчас впервые и заодно проверим, насколько это просто, насколько это легко или наоборот, и попробую сварить свой первый шов с помощью проволоки. Не понадобятся кусачки. Наверное, так и должно быть. А может быть и нет. Ну что, попробуем ставить. Ну, если я все правильно делаю, то провод уже вышел. Так. Видимо, вот этой крутилкой регулируется прижим провода. Так. Продолжим. Этот штекер, видимо, отвечает за подачу проволоки. А вот это, конечно, бардак мне здесь не очень нравится. Надеюсь, все здесь
когда бобина начнет крутиться, все распутается. Так, пока прикроем. Вот так. Угу. Включается вентиляция, и в теории у нас должна сейчас пойти проволока. Так, но она не идет, не получается. Надо было нажать на кнопку. Угу. Вроде бы все в порядке. Разобрались. В общем, стало понятно, что здесь есть еще одна кнопка. Это переключатель между электродами и проволокой. Ну что, начнем испытание с проволоки. Попробуем, как он варит. Так. Закрепим своими любимыми струбцинами. Подключаем кабель с крокодильчиком. Одеваем шлем. Включаем аппарат. Что могу сказать? Варить проволокой намного легче. Все равно здесь, конечно же, нужна тренировка, это однозначно. Пока что я борюсь со стабильной подачей проволоки, чтобы она равномерно выходила. Ну, это все тонкие настройки, которые мне только предстоит узнать. Но уже сейчас понятно, что мне намного проще варить проволокой. Вот, а теперь давайте попробуем сварить электродом. Я сначала подумал, что неровная проволока, но так оно и есть. Скорее всего, вот этот вот залом, который был образован при распаковке, вот он и не давал равномерному проходу сквозь ручку. Вот поэтому проволока и не шла. Закрываем крышку и вставляем ручку для электродов. Да, варить мне еще учиться и учиться. Что первое знакомство со сварочным аппаратом Takatsu состоялось. Это быстрый обзор, быстрый тест, все практически в режиме реального времени. Я первый раз работал с проволокой, пробовал работать с проволокой. Не сразу разобрался, но мне понравилось больше, чем с электродами. Мое мнение — это не мнение профессионала, а мнение любителя, который первый раз увидел сварочный аппарат и попробовал им варить. Из особенностей, еще раз повторю, этот аппарат может работать как с электродами, так и с проволокой, без использования газа. Здесь также есть защита от дурака, здесь нельзя просто включить аппарат и начать варить. Здесь перед каждой работой нужно выбрать режим работы, с чем вы работаете, с электродом или с проволокой. Вот. Немножечко помучился с режимом подачи проволоки. Во время распаковки удалось ее запутать, и небольшое скривление проволоки, смятие, уже препятствует свободному прохождению по ручке. Поэтому в следующий раз я буду распаковывать ее аккуратно и не допускать заломов. Это очень важно. Опять-таки нужно будет поработать с настройками, как мощность, так и подача проволоки. К этому аппарату придется еще привыкнуть. Ну, я думаю, как и к любому инструменту. Вот удобное электронное управление, качественно собран, ручка для переноски. Буду продолжать учиться работать со сварочным аппаратом. В ближайшие проекты я постараюсь уже что-нибудь серьезное своять. Перед этим, конечно, буду тренироваться. Я очень рад, если этот ролик оказался вам полезен. Подписывайтесь на канал, оцените этот ролик лайком или дизлайком.
Напишите в комментариях. Вот, желаю вам всего самого лучшего. Так что до встречи в моих будущих роликах. Пока.